Всем привет! Хотел бы поделиться своим опытом эксплуатации GoPro 10, а именно проблема с перегревом. Даже если ты действительно эксплуатируешь GoPro по прямому назначению как экшн-камеру, то есть ты используешь ее на улице, а не в статическом положении на столе, она неестественно греется. У нее, конечно же, есть радиаторы вот эти вот снизу, которые и отвечают, в общем-то, за охлаждение. Но, как по мне, они вообще не справляются. По факту, сама камера греется не от платы, не от процессора, который внутри, не от монитора, а, в общем-то, от разряда самого аккумулятора. Отталкиваясь от этого, есть два пути решения. Либо использовать внешний источник питания, который не всегда удобен, либо каким-то образом охлаждать саму камеру. Многие используют алюминиевые защитные клетки, чтобы забирать тепло от корпуса. Также берут переходники алюминиевые, чтобы с радиатора снимать тепло. И я использую, в общем-то, алюминиевый стержень, который какое-то тепло он все-таки забирает и рассеивает. Также некоторые ставят алюминиевые крышки, чтобы забирать тепло с батарейки, но это уже такой колхоз, потому что они используют термопрокладку. В моем случае использовать рамку не вариант, так как я использую камеру практически всегда с медиамодом. Родной звук GoPro мне очень не нравится, он очень низкокачественный. Медиамод тоже особо мне не нравится, потому что приходится переключать с переднего микрофона на задний и наоборот. Потому что вы можете снимать как камерой на себя, так и камерой от себя. И звук из-за этого очень сильно разный, он может пропадать. Приходится использовать петличку, а медиамод позволяет, в общем-то, подключить, так как и имеет разъем 2,5 джек. Мой способ борьбы с перегревом – это использовать внешний источник. Это ручка GoPro Volta. В общем, на этой ручке может примерно 2-2,5 часа камера снимать без проблем от внешнего питания. После того, как заканчивается батарейка внешняя, то она переходит на внутреннюю, и тогда уже GoPro начинает греться. Но 2,5 часа вам вполне хватит. И еще один момент, о котором практически никто не говорит. У GoPro защитное стекло, корпус сделан из пластмассы, что ли. Вот. Под ним есть металлическая часть самой камеры. Если его снять, то мы его увидим. Я использую вот такие вот фильтры Freewell. Их особенность в том, что корпуса самих фильтров идут алюминиевые, и через них очень неплохо идет теплоотдача. Я проверял, и греется именно вот этот вот корпус фильтра. Он рассеивает тепло. Я использую поляризованный фильтр, так как он вносит минимальное количество искажений и затемнений. Конечно, это для каждого будет индивидуально, нужно сравнивать видео и смотреть, будет ли для вас это критично или нет. Специально снял два видео с одинаковыми настройками, так что посмотрите и определитесь сами, есть ли разница между этими двумя видео. Один с обычным стеклом, другой с поляризовкой. Использование ND-фильтров – это уже совсем другая тема, и я склоняюсь к тому, что все-таки на экшн-камере ND-фильтры – это бесполезная штука. По крайней мере, с нынешней матрицей GoPro. Посмотрим, что будет в 14 GoPro. Последнее. Я, наверное, хотел больше здесь посоветоваться насчет зависания самой GoPro. Она зависает иногда на включении, на выключении, когда ее подключаешь на зарядку. В общем, некоторые говорят то, что это зависит от прошивки. Рекомендуют записывать прошивку на SD-карту и уже с SD-карты устанавливать. Я пробовал, не помогает. Другие говорят то, что это зависит от самой карты, установленной в GoPro. У меня хорошая карта, это SanDisk Extreme Pro. Эта карта куплена именно в магазине, не на Алиэкспрессе, поэтому за подлинность карты я уверен. Я не говорю то, что у меня каким-то образом пропадают файлы, как у многих. Я именно говорю о том, что зависает сама камера. Приходится вынимать батарейку. В общем, это был именно мой опыт работы с GoPro 10. Уже скоро на днях должна выйти 14. Постараемся перейти на нее. Там уже будет другая матрица, и ночная съемка будет уже намного лучше. Если поделитесь каким-то своим опытом, будет очень хорошо. На этом все. Спасибо.